Итак, люди меня просили рассказать некоторую историю шота и зачем это все, как устроена сцена, поэтому с чего все началось. Я делал некоторое количество эффектов в музыкальном клипе, и там планировалась сцена, где машина врезается в дерево. И она изначально не планировалась в CG, планировалось сделать, обойтись съемочным материалом. На съемках реально было дерево, которое уронили, и машина просто отъезжала. А это то, что они хотели вставить в монтаж, соответственно, опущенное задом наперед видео. Ну, выглядит это как привет из низкобюджетных каких-то сериалов. Поэтому я был на съемках, и на всякий случай я сделал всякие фотографии того, что могло пригодиться. Вот. Тогда я еще не планировал делать это ЦГ, то есть я просто как супервайзер на всякий случай поснимал то, что... То есть вот это бревно, которое они уронили на дорогу, его реально уронили на дорогу, оно развалилось. Вот. Естественно, я там снял какой-то... Причем, ну, снимал я все на iPhone, то есть у меня даже не было никакого более серьезного фотоаппарата. Поснимал дорогу, тоже на всякий случай. Вот, собственно, это как бы вот я снял кадр, который более-менее близко к финальному ракурсу. Собственно, хорошее рассеянное освещение, то есть здесь вот покрышка без теней, которую я использовал в дальнейшем как текстуру. Вот. Эффекты, которые я собирался делать, все относились к разбиению стекла и никак не относились к столкновению машины, но я пока не делали монтаж, у меня где-то была неделя, и как бы я решил сделать некий тест столкновения машины с деревом в слоу-моушене, красивый шот. Ну, это вот сама локация. Просто ну, у меня была неделя времени, и я решил попробовать и посмотреть, что получится. Вдруг как-то выйдет неплохо. Ну, я сделал тест, и тест в какой-то момент стал финалом. То есть я показал, всем понравилось, и они, собственно, использовали этот шот в клипе. Как бы, на мой взгляд, он его украсил. Итак, моделинг. Ну, времени у меня было немного, и поэтому мне нужно было не особо упарываться на моделинге. Моделить бревно, какие-то осколки. Вот. Ну, соответственно, так выглядит бревно. То есть я взял из фотографии, сшил достаточно хорезную, ну, насколько это возможно было. Я, конечно, пожалел, что у меня ничего не было с собой, кроме айфона. Вот. Но, то есть вот я сделал текстуру бревна. Какой-то здесь простой моделинг, цилиндр. И хотел бы рассказать, как я сделал вот эти осколки. То есть это мой любимый скрипт HVCator, который сделал Христофелев. И я им пользуюсь и вам рекомендую. Ну, то есть вот простой цилиндр. То есть выделяем, давайте я сделаю. Выделяем режущий плейн, выделяем нож, выделяем объект, режем, там поворачиваем, выделяем нож, выделяем режущие объекты, режем. Ну, можно сделать отображение
чтобы было видно куски. Ну и как-то вот так я сначала разрезал. Сначала все режем. То есть получил такие вот длинные щепки. Вот. И потом их резал поперек. Естественно, я смещал. То есть выделяем нож, выделяем, там, не знаю, какой-то, не все. Режем. Потом сдвигаем нож. Выделяем еще. Режем. Ну и каким-то вот таким образом у меня получилось в принципе похожие на съемочный материал щепки. Достаточно быстро. Что касается осколков коры, то есть у меня была вот такая текстура. Я сюда на одну сторону, ну то есть я сюда в фотошопе собрал обе стороны всех, то есть здесь 6 осколков, соответственно здесь 12 вот этих фрагментов. И просто обрисовал, потом вырезал Compound Objects, Shape Merge, Pick Shape, Cookie Cutter, Vert. То есть получил такие вот плоские, потом я взял, то есть их выдавил. Сначала shell. Тут я очевидно правил текстуры. Вот. Ну, вот потом, когда сверху накинул релакс, я как бы края заострил. То есть они вот более тонкие к краям. Ну, тут дальше я на них навалил еще бенд. Такой бенд. Оптимайзер почему-то не работает. Ну, в финале я еще это все засабдивайдил и сделал displace. Я имею в виду модификатор displace, чтобы они были более неровные. Но вот что касается моделинга, тут, собственно, все. То есть я взял также из фотографий та или иная текстура дороги. Так, где она? Ну вот, нашел я текстуру. Здесь некий композит. Ну вот, собственно, фрагмент. Тоже все из фотографий, которые я сделал на iPhone. Но здесь сверху лежит еще по вот такой текстуре. Это здесь какой-то микс из градиентов. Это следы шин. То есть это вот эти черные полосы. Это текстурой сделано. Ну, что здесь еще? Машина была готовая, так скажем. Текстуру
на колесо тоже я использовал с фотографии, просто планаром шлепнул ее, потому что там не видно растяжений. Вот, ну и вихи поправил, потому что, ну вот, собственно, текстура, которая намаплена на это колесо. Ну, собственно, это все про моделинг и текстуринг. И так, ну, давайте следующий раздел, это окружение будет. А что касается окружения, здесь, ну и освещения, здесь все предельно просто. Мы видим, что как бы я свечу в основном разблюренной HDR-кой. В отражениях у меня та же самая HDR-ка. Это одна из HDR-ок Марика Денко, которую он расшарил. В принципе, она на сети я, естественно, ничего не снимал. Я как бы взял похожую. Этих HDR-ок уже столько, что на все случаи жизни хватит. Вот. На бэкграунде у меня просто кусочек, который я снял на съемках. Тоже на свой бессменный iPhone. Ну, если посмотреть оригинальное, так сказать, освещение, мы видим, что по деревьям, что солнце где-то вот там слева сзади, вот, но и мы видим такие вот тени, но я, так как делал какой-то быстрый тест, ну вот по деревьям видно откуда свет, я не старался прям точно воспроизвести, у меня как бы все такая импровизация. Вот, поэтому здесь мы видим просто какое-то, ну, то есть общее у меня освещение от HDR-ки, от глобалки. Вот. Потом я взял вот такой прожектор и, то есть я захотел какие-то тени от деревьев. То есть этот у меня просто подсвечивает такой fill light. Немножечко мне просто показалось темным, я решил высветлить, то есть там видно, что вот. И здесь прожектор, который светит по текстуре. То есть вот если так, где-то в материалах. Ну вот, то есть я на самом деле это просто часть той же самой картинки, которая здесь на бэкграунде. Я думаю, что можно найти ее. Ну вот она. Вот это дерево. Вот оно. Для чего это все? Если посмотреть, мы видим, ну, некую неравномерность там на бревне. Вот здесь какие-то пятна. То есть они создают, ну, некое ощущение того, что это все в лесу происходит. То есть вот если посмотреть Pass Raw Light, то мы видим более выраженную работу этого прожектора. Ну, что касается материалов, тут мне даже рассказывать нечего. То есть материалы просты, как слеза. Ну, мне задали вопрос, какой CarPaint шейдер я использовал. То есть тут, так, где он? Ну, вот он. Ну, с черным CarPaint все довольно просто. То есть у него какая-то очень слабенькая диффузная компонента и Reflection там какой-то по Френелю. Вот, собственно, и все. Ну и noise очень мелкий, потому что, ну, не видно даже насколько он мелкий, потому что CarPaint он не лежит ровно. То есть, если, не знаю, на самом деле это видно.
То есть вот если посмотреть, он дает небольшие, то есть краска, которая на машине, она не идеальна. Вот, дает небольшие неровности. Ну, то есть я говорю, что все это делалось очень быстро, на скорую руку, тест раз-раз. Поэтому все здесь довольно просто. Ну, что касается дороги, то есть дорога вообще, ну, как бы асфальт, он там рефлектит, камушки, которые в асфальте, они блестят, но в данном случае я это даже не стал отрабатывать, потому что там не видно было, при таком ракурсе не видно. Единственное, что я просто, вот если взять, то есть мы видим, что здесь лежит displacement по той же самой текстуре. Вот. Ну, может быть, не по той же самой. Давайте смотрим. Ну, в принципе, тот же самый Grayscale. И он, как ни странно, вот эти все камушки, они повылезали в дефокусе. Они прям выглядели похожи на какие-то реальные камни. Вот. Ну, то есть можно было каким-то скаттером там все это раскидать, но я говорю, что все это делалось на скорую руку. И, в принципе, для затраченного времени это вполне как-то нормально выглядит. А что касается анимации, здесь тоже все максимально просто. Мы видим, что машина стоит на месте, едет земля со всей требухой, просто прилинкованной вот к этому даме. Проворачивается бревно, вот, как-то мнется кузов. Если посмотреть на, ну, я думаю, что, наверное, заметили, что шина, она деформится. То есть это сделано старый как мир трюк. То есть FFD деформер, который чуть-чуть деформит эту шину. Ну, естественно, если бы она ехала, то... Так, что я не то выделил. Да. Ну, если б ехала, ее можно было тоже залинковать. И при вращении она остается задеформленной. А как я делал деформирующийся кузов? Ну, я посмотрел, конечно, естественно, какое-то количество референсов. Давайте сделаем так. Краш-тестов довольно много, причем сейчас можно в ютубе найти краш-тесты любой машины. Собственно, я смотрел именно Ford Mustang. Тут есть, ну, если выделить эти куски, так, которые морфятся, это морф. Это морф. Мы видим, что здесь просто лежит морфер, то есть, и поэтому понятно. Ну, на самом деле я хотел, то есть я взял, скопировал, здесь есть слой вот такой. Ох, как же от красного глаза плющит. Ну, то есть видно, что это просто FFD положенный. Я хотел изначально помять FFD, потом кинуть там в модбоксе каких-то складок понаделать, но, к сожалению, так как исходный меж треугольный, и там даже quadringulate не помогает, то есть, ну, как бы его тяжело мять, то есть он не под subdiv. Вот так бы можно было как-то еще его помять.
более красиво. Но на все на это не было времени. Вот. И поэтому для такого шота, для затраченного времени, я считаю, что вполне оправданно. Ну, то есть как бы не было времени на какой-то мега ресерч, там какие-то симуляции. Ну, для slow motion это, для такого короткого плана, это какое-то самое начало развития, самое начало сминания. То есть я считаю, что как бы вполне сойдет. Ну, собственно, с анимацией все. Осталась только анимация партиклов. Вот. И об этом дальше. Ну, там тоже все очень просто. Итак, что касается частиц. Здесь тоже все очень просто. Как бы есть Object Particle, который затягивает все фрагменты, которые я уже предварительно выровнял. Ну, вот, можно выбрать, наверное, branches Libris. Ну, то есть я уже их задал им какую-то начальную позицию. Вот. И затянул с помощью Object to Particle. Далее задал небольшую velocity, скорость на машину. То есть как бы бревно, машина с ним столкнулась, и оно идет туда по ходу движения, а эти все щепки отваливаются на нас. Ну, я так захотел. Далее мы видим, что эти осколки рождают вот эти вот мелкие, еще более мелкие щепки. То есть они, ну вот они, так их лучше видно. Они рождаются на сломах, причем не на всех сломах, а мы видим, что они рождаются в surface position, то есть они рождаются на третьем ID. Ну, здесь на щепках разные материал ID, и они рождаются вот на этих сломах маленьких. Они берут выравнивание, видим, что они берут alignment со своего родителя, поэтому они выровнены как бы по щепке. Ну и также задается там velocity, spin. Вот. Ну, это была сфера. Из сферы я сделал. И, собственно, все. То есть здесь нет даже гравитации, потому что это slow motion, и мы не успеем увидеть, как они падают. И я задал shape collision, чтобы они коллизились с собой. Но я поленился, не задал им коллизию вот с этими частями бревна. Вот, и там, в принципе, если приглядеться, на видео видно, что они проходят сквозь него. Ну, то есть можно было еще пикнуть вот эти вот обломки и сказать им нейтрон object, чтобы они толкали и коллизились с ними. Но, как я говорил, все это делалось очень быстро, поэтому я этого не сделал. Это что касается вот этих щепок. Что касается коры, здесь у меня другой сет, который называется Bark. Здесь еще все проще. Здесь два сета. В одном они рождаются, а в другом они часть из них оттачится бревну, потому что бревно чуть-чуть вращается. Вот. Но несмотря на все пугающее многообразие, то есть здесь я делаю, ну, они рождаются на вот этом бревне, то есть я беру UV и я просто хотел, чтобы часть, которая смотрит на машину, она отлетала.
Поэтому я сделал порог по UV. Вот. И, ну, то есть можно, понятно, что можно настраивать это здесь. Ну, вот видно, да, то есть, что регулирует этот порог. Ну, и, соответственно, здесь все делится, грубо говоря, на две половины. То есть они делятся на две части. Те, что попадают в этот порог, им назначается attached, и им просто задается position alignment. Ну, здесь я их немножечко сдвигаю по нормали, то есть мой любимый expression. То есть те, которые сидят на бревне, они на самом деле чуть-чуть там отстоят от него. Ну, не настолько отстоят, но то есть я просто показал, что это делает. Вот. И не оттаченные, те, что полетели, им, соответственно, задается тоже какой-то рандом по разбросу. Вот здесь, ну, это сила разброса. Здесь видно, что насколько они далеко отстоят от бревна. Ну, также задается здесь им направление. И горят, то есть и в переменную attached записывается 0. То есть и, собственно, все. И при attached, которые имеют attached единицу, они наследуют движение, собственно, вот этого. Ну, здесь даме прилинковано, точнее, бревно прилинковано к даме. Вот, и они следуют за его движением. Ну, это что касается щепок и бревна. Здесь у меня еще есть вроде так, да, здесь есть фары, ну, то есть машину. Так, это я использовал мой Shutter Tool, который позволяет быстро развалить и задать как бы направление и разброс. Ну, собственно, это все с частицами, то есть тут все очень просто. Что касается дыма, на съемках была дым-машина, и там усиленно делали некий зловещий лес. Вот. Соответственно, здесь у меня два контейнера. Один дым относится к колесу, то есть это source. Object source это collision для дыма. Дым у меня эмитится density по вот этой какой-то нойзовой текстуре. По-моему, это все еще вращается. Да, я завращал. Оно вращается слишком быстро, но на это можно не обращать внимания. Я использовал только один кадр симуляции. Вот. И, соответственно, какой-то дым у меня был за бревном. Ну, то есть, если посмотреть, мы видим, что здесь есть дым, что относится к колесу, и есть некий дым за бревном. Ну, потому что, если посмотреть оригинал, то есть вот они там дымили. Ну, наверное, это все, что можно сказать про эти симуляции. То есть, ну и тут какой-то ветер на них дует с каким-то турбуленсом. Ну, наверное, про HomeOfX это все. Ну, бревно тоже в collision объектах и земля collision. Если взять, посмотреть, то есть вот здесь все просто.
Ну, и последний композитинг, если это можно так назвать, очень простенький. Это вот референс, это рендер, потом я его подконтрастил, подсинил, добавил небольших засветок. Так, да, вот они, видно. Здесь у меня дым. Немножечко. Видно, что я настолько ленив, что я даже отсчитал вместе с бэкграундом. То есть бэкграунд у меня отдельно не подкладывается. То есть, как я говорил, что тест в какой-то момент стал финалом, который пошел в монтаж. Ну, здесь немножечко ухудшили. Blue, Sharpen, S-Glow, небольшой Grain. Glow, он у меня дает небольшой вот называемый Purple Fringe вокруг хайлайтов. Ну, собственно, больше тут про композитинг рассказывать нечего. То есть, как я говорил, тест стал финалом.